Всем привет из офиса Loud Sound. Как и обещали, продолжаем знакомить вас с различными производителями. Сегодня мы вам расскажем, что у Digital Designs и SoundCubit есть сейчас на рынке автозвука. Начнем по порядку с самых бюджетных сабвуферов и будем рассказывать, для чего они нужны, сколько они стоят. Если у вас какие-то вопросы остаются, пишите нам их в комментариях. Всю эту акустику вы можете купить в нашем интернет-магазине loudsound.ru. Начнем с 200 серии. Очень стильно выглядит на самом деле, хоть и на любителя. Не всем может понравиться красный цвет, но красный на черном выглядит действительно здорово. Логотип мы видим у нас поменялся. Старый выглядел вот так, новый выглядит вот так, но боюсь тоже ошибиться. Они, видимо, сейчас используются оба. Собрано очень качественно, никаких там излишков клея, ничего такого ужасного здесь не видно. Заявка у нас пишется через тире, их две на всех сабвуферах от 100 до 300 Вт РМС и максимальная 900. Этот сабвуфер у нас серии 200, они бывают 210, 212. Стоимость этого сабвуфера 4700 рублей. Очень бюджетно для ДД. Честь им и хвала, что у них получилось сделать бюджетные сабы. ДД всегда славились очень высокой ценой. Купить иди на фанеру найди. Не один такой саб мы уже установили. Могу смело сказать, что их отличает очень неплохая живучесть для вот этого мотора, для этого бюджета. Катушка у нас на этом сабвуфере одна, 4-омная версия это. То есть подключить параллельно или последовательно нельзя. Ну, можно взять два таких малыша, подключить их к 2 Ома. Дальше у нас идет 5-я серия, 500, 510 и 512. Есть еще 515 версия. Стоят сабвуферы 7100 10-дюймовый и 7400 12-дюймовый. Эти сабвуферы у нас идут уже с двумя катушками. Можно варьировать подключение. Отличают эти сабы, ну, в принципе, как и практически любой сабвуфер ДД, высокая эффективность. То есть при малой мощи очень хорошие результаты они показывают. Например, вот два сабвуфера 508, то есть вот этой серии, только вот в таком размере. С двух таких известны результаты на SPL 152 и больше децибел с двух восьмерочек. 5-я серия у нас еще в доступном бюджете. Это у нас, как бы я бы так обозначил, для продвинутых начинающих. Стоит десятка 7100 и двенашка 7400. Пятнашек пока у нас нет. Прежде чем вот к этому чуду перейдем, покажем еще одно чудо. Это восьмерочка, очень длинноходная, с вот таким мотором. Выглядит сабвуфер очень внушительно. Ну, для понимания, это восьмерка, это мидбасы в таком размере у вас стоят в дверях. Это саб, вот видите какое соотношение. Размер магнита к размеру корзины и вес очень приличный у этого сабвуфера. Катушка 2,5 дюйма здесь. Подойдет отлично в машины, где ограничено место. То есть с одной такой восьмерки можно вытащить очень неплохой панч, очень хорошее давление. И смысл в том, что вот отличает сабвуферы ДД от многих других. Он будет играть в очень широкой полосе. Очень хорошая полка у этих сабвуферов. Заявка у него 300-600 Вт. Первая цифра — это мощность, при которой сабвуфер выходит на максимальный ход в правильном оформлении. Вторая цифра — это как бы максимальный РМС, сколько выдерживает катушка подаваемой мощности. Также указана пиковая мощность 1800 Вт. Еще раз, не смотрите на нее, я не знаю, для чего ее пишут. Все сабвуферы у нас с магнитом, закрытой резинкой. Я еще много раз говорю еще раз, снимайте ее, она только для красоты, а вот без нее магнит будет охлаждаться лучше. Если вы не ставите магнитом вверх и вам не нужно супер красиво, чтобы получалось, лучше резинку снимать. Терминалы у нас здесь отсутствуют, сделано вот так вот профессионально, с проводами. Переходим к вот этому чуду. Он называется серия Slim или SL. Ну, серия называется SL. Я просто предположил, что это обозначает Slim. Это тонкий сабвуфер без магнита в привычном для нас месте. То есть здесь у нас магнитной системы нет. У нас здесь просто корзина, которая вот такой вот плашкой прикрыта. И на этой плашке, я так понимаю, держится вот эта конструкция. На этой конструкции, ну, это керн, я так понимаю, держатель основного магнита. Магнит неодимовый здесь, поэтому получилось его сделать вот в таком компактном размере. И, собственно, катушка у нас находится сверху. Вот
такого я еще не видел, если честно. Ну, было что-то похожее в BMW-шных динамиках, но вот именно сабвуфер в таком размере я вижу первый раз. С катушкой, которая находится сверху диффузора, а не снизу. И магнит, соответственно, находится тоже сверху. Таким образом, получилось разместить и катушку, и магнит в глубине диффузора, грубо говоря. То есть сабвуфер у нас получился действительно очень тонкий. Установить такой сабвуфер можно в стелс, при этом он не сожрет полезный объем ящика. Стелс получится не очень большой, при этом будет очень здорово, что катушка находится сверху и охлаждается. Не могу пока поручиться за то, что это будет очень надежно. С первого взгляда это очень хорошее охлаждение, очень хорошая экономия места. Очень интересное изделие, стоит оно 18 500 рублей. Один из самых интересных сабвуферов, которые я видел в последнее время. Монстры. Начнем с мини-монстра, если его можно так назвать. Это очень большой сабвуфер, очень большой магнит. Здесь мы сразу видим 3-дюймовую катушку, ДДшную, очень прочную. Это у нас серия HDC, есть еще серия HDS помладше. Это у нас, так скажем, топовая из доступных, да, из повседневных. Ну, есть у нас серии еще UDD, там 9.9, Z, но если вы хотите найти доступные сабвуферы, супер мощные, супер живучие, HDC это как бы предпоследняя ступень перед самыми крутыми. Здесь у нас заявка 1500 РМС, и я в нее верю. Я думаю, даже она здесь выше. 2 кило в такой саб заливать можно смело. И макс у нас 4,5. Сразу видим отсутствие терминалов, также профессионально сделаны провода 8 гейдж, 2 шайбы, собрано очень добротно, очень приятно. Это у нас SoundCubit, не все понимают, что это тот же самый DD, но производитель один и тот же. Сабвуферы очень надежные и очень высокая эффективность. Шикарный просто КПД у этих сабвуферов, больший рез при меньшей мощи, чем у многих одноклассников. И собственно вот это самые лучшие сабвуферы сейчас, которые вы можете купить у SoundCubit. И я не побоюсь этого слова, может не самые, но одни из самых лучших сабвуферов на рынке по соотношению цена, качество, эффективность, стабильность. Называется он HDC 412 и стоит он 27 600. Его 15-дюймовая версия стоит на пару тысяч дороже, стоит 29 700. Он показывает результат больше, чем у неодимовых сабвуферов, например, Bass Warrior, и больше, чем у топовых сабвуферов. То есть КПД у сабвуфера в некоторых спортивных оформлениях за него результат был выше. Возможно, это не проверяли, и что скорее всего он проиграет по живучести. То есть я не думаю, что он будет работать дольше, чем 415 DevBones, там в супер каких-то тяжких условиях. Живучий это однозначно, насколько он живучий, одноклассников не знаю. Но то, что вы можете вытащить с него больше, чем со многих других, это однозначно. Меньше, чем за 30 тысяч. На самом деле уникальное устройство. Подвох в том, что их очень мало. Их приходит очень мало, они быстро все продаются. Катушку, я не знаю, видно нет. Очень внушительная, 4-дюймовая, намотана плоским алюминием. Ну, сабвуфер, надо сказать, очень и очень удачный. У нас осталось еще несколько интересных позиций. Пробежимся по твиттерам. Их на самом деле очень много моделей существует, поэтому на них заострять внимание мы особо не будем. Просто достану из коробки, покажу вам, как это выглядит. Это у нас B1 твиттер. Ну, среди ДДшников очень популярное устройство. Он идет сразу с фильтром, ну, чтобы при подключении без мозгов вы его сразу не спалили. То есть можно тупо вот этим концом его подключить к усилителю, у вас уже будет хоть какая-то гарантия, что вы не спалите. Но чтобы выводить его на максимальную мощность, я рекомендую процессорную магнитолу, внешний процессор, активный кроссовер и так далее. Что-нибудь, где вы сможете 4-м порядком ограничить частоты поверху на 6-8 кГц. Вот такой фильтр будет резать где-то на 2-3, в динамике будет залетать не то, что желательно, и максимальную громкость вы его не раскроете. И твиттер B3 меньшего размера, также в комплекте у нас идет фильтр, очень удобно устанавливать, даже в стойке в лобовые можно поставить. Зажимное кольцо сделано вот таким образом, зажимные терминалы тоже достаточно удобно. Ничего необычного, обычный добротный твиттер от Digital Design. B3, в отличие от B1, на неодимовом магните, и несмотря на меньший размер, стоит она чуть дороже. B3 стоит 7 800, B1 стоит 5 800. Цена за пару. Остается у нас две
позиции совершенно разные. Это блок питания, это динамики, но очень они примечательны. Сейчас по порядку расскажу чем. Ставшие уже легендарными DDCS 6.5, за которыми гонялось очень много народу. Это обычная 16,5 сантиметров компонентная акустика. В комплекте динамики, твиттеры, кроссоверы и некоторые монтажные приспособления. Ничего необычного. И вот даже просто посмотрев на коробку, она неплохая, но люди, которые выбирают по внешнему виду, могут сделать выбор в пользу там более дорогой акустики какой-то. Это у нас стоит 7900. Ни много, ни мало, я бы так сказал. Но смысл в том, что эти динамики очень хорошо играют. Они себя зарекомендовали именно из-за звучания. Я сейчас говорю не свое даже мнение, я говорю мнение огромного количества людей, которые за ними в какой-то момент начали все гоняться, как угорелые. Я помню, это года 2, да, по-моему, назад было. Просто был какой-то бум, все искали DDCS 6.5. Это у нас обновленная версия, которая играет не хуже, называется точно так же. Ну, выглядит очень приятно. Даст фору многим именитым и более красивым динамикам. Хотя ничего необычного нет. У нас достаточно скромный такой кроссовер, без даже аттенюатора переключалки, без каких-то там наворотов, немецких деталек. Вот. Ничего такого, вот, что по внешнему виду вы бы сказали, что это крутая акустика. Но вот что есть, то есть. Звучание у нее отличное. 7900, чуть меньше 8000. И на закуску. Что это? Кто бы подумал, что DD Audio будет делать зарядки. Зарядка это или блок питания, решайте сами. Можно использовать и так, и так. Сюда мы подключаем 220 вольт. Есть охлаждение, потому что там есть что охлаждать. И из 220 этот блок нам будет отдавать через два терминала под 0 гейдж. У нас есть регулятор, который регулирует напряжение выходной от 10 до 16 вольт. Заявка у этого изделия очень смелая. 100 ампер. Мы ее даже проверили. К сожалению, мы 100 ампер не увидели, но связались с ДДшниками, и у них 100 ампер было, да, там 96, по-моему. Возможно, мы его не сильно нагрузили, мы увидели 35 ампер. Давайте рассмотрим варианты, кому может пригодиться эта коробочка. Первое, магазин автозвука. Вы можете подключить ее в розетку и от нее запитать стенд. Можно подпереть аккумулятором, можно просто вот так в голову пустить как источник питания. Второй вариант, вы можете собрать дома пристрелки в гараже. Соревнования, можно заряжаться на соревнованиях перед замером. За 15 тысяч, в принципе, я считаю, довольно адекватно. Блок питания с заявкой в 100 ампер, это очень круто. И учесть еще надо его размер, очень небольшой. Его спокойно можно закинуть хоть в бардачок, потом достать, кинуть в розетку и подцепить к вашей аудиосистеме, стрелять с нее, заряжать ее, делать что угодно, при этом регулируя вольтаж до 16 вольт. Итак, это был обзор продукции Digital Designs и SoundCube. Заказывайте на loudsound.ru. Если вам что-то непонятно, пишите ваши комментарии. По покупке пишите на сайте консультанту, либо ВКонтакте vk.com/loud2012. На все вопросы ответим, поможем с заказом. Доставка у нас осуществляется по всей России. Очень гибкие условия по возврату денег. То есть в зависимости от стоимости заказа доставка вам выйдет, скорее всего, бесплатно, либо мы компенсируем большую ее часть. У нас действует отличная гарантия, мы возвращаем деньги без вопросов. Обязательно пишите ваши комментарии, те, кто уже заказывал, отзывы. Мы очень этим дорожим. Все негативные отзывы я беру под личный контроль, мы все улаживаем, поэтому можете не сомневаться, что купить с большим комфортом и лучшую технику, чем в Loud Sound.ru, вы больше не можете нигде. Все, это был Loud Sound, всем пока, живите громко. Ну сколько же здесь будет пыли, а? Вначале кто-то охренеет, когда печку включит. Порвало. Металл сам причем. Тренажка злючая. О, топор. Quake чистый, слышишь? А чё б сломать? Нужно новое оружие. Прикинь, кувалда не берет. Давай лом. Из чего они его делают? Экран противоударный. Леша, отдайте в ремонт и продайте.